Всех приветствую на своем канале. Смотрите, у нас с вами есть идеальный круг, 5 рядов, связанных столбиками с одним накидом. Как вязать такой идеальный круг без видимых следов перехода на новый ряд? Смотрите, какой он идеальный. Есть у меня подробное видео на канале. Ссылку оставлю в описании под данным роликом. А в данном видео мы будем вязать салфеточку под горячее. Поэтому вот у меня такая заготовка и 4 разных цвета шнурочка карамель бэби. Вязать буду крючком номер 3. Итак, приступаем. Итак, шнурочек можно вводить в любом месте нашего идеального круга. Так, делаем петельку первую и еще 7. То есть это у нас первая. Всего должно быть 8 воздушных петель. Это первая. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее берем шнурочек другого цвета. Я возьму светлый. И то же самое провязываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вводим новый цвет. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. И последний, четвертый цвет у нас это зеленый. То же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот таких вот 4 хвостика у нас получается. Теперь берем, начиная с самого первого. Так, следующую петельку за той, которую мы вводили зеленый шнур, соединительной петлей. Как бы зацепили и снова провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, следующая у нас светлая ниточка. Мы то же самое, шнур заводим вот таким вот образом. Делаем соединительную петельку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее идет коричневый цвет. Соединительная петелька и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И последняя у нас это зелененькая. Соединительной петелькой и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее эту процедуру повторяем. То есть у нас с вами снова пойдет бордовый, бежевый, коричневый, зеленый. Я сейчас бордовым сделаю, а далее я думаю, что нет смысла повторять, потому что все очень просто. То есть бордовый снова заводим вперед, делаем соединительную петельку и набираем 8 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, далее вяжите самостоятельно, а я уже покажу, как провязать последние петельки и закрыть все это, соединить в красивое кольцо. Итак, когда мы обвязали все петельки, еще очень важный момент, не сказала, у нас 4 цвета, да, то есть количество петелек, когда мы связали идеальный круг, должно делиться на 4. У нас это 5 рядов идеального круга,
у меня это получается 60 столбиков с накидом в последнем ряду. То есть 60 петелек, за которые я потом вот вязала вот эти косички. То есть 60 у нас делится на 4. То есть обязательно, если вы вводите 4 цвета обвязки, то количество петелек должно делиться на 4. И теперь заканчиваем наше вязание. Когда мы обвязали все петельки, смотрите, как мы заканчиваем вязание. То есть снова мы провязали по 8 воздушных петель. И вот смотрите, бордовый цвет, да, мы идем туда, где мы начинали вязать бордовым цветом, делаем соединительную петельку, воздушной петлей все закрепляем и обрезаем нашу нить. То же самое проделываем со всеми остальными. То есть так, дальше у нас идет вот этот цвет, потом хвостики все спрячем, идем туда, где мы начинали вязать этим цветом. Ага. Вот таким вот образом, да, заложили. Все. Обрезали. Потом хвостики все с изнанки спрячем. Так, далее у нас идет коричневый цвет. Опять же идем, делаем вот так вот арочку, да, то есть вот эти все петельки лишние убираем. И где начинали вязать коричневым цветом, делаем соединительную петельку, воздушная петля. Все, и то же самое проделаем с зеленым цветом, и я вам покажу уже, что у меня получилось. Итак, смотрите, я вязала небольшой образец, то есть у меня это как подставочка под горячее, а вообще это идеальный вариант обвязки. То есть если вы связали круглый ковер из шнура, из джута, вы можете вот таким вот образом закрепить края вашего ковра, чтобы он более плотно лежал, чтобы был красивый край. Вот это лицевая сторона, вот это изнанка. Если же использовать как подставочку под горячее, то в принципе можно еще проложить косичку, да, по желанию. То есть вы берете любой из этих цветов и просто прокладываете вместе с соединением рядов вот такую вот косичку. Это тоже как вариант, то есть ну вот получается такой вариант, то есть по всему кругу будет проложена косичка, либо здесь, либо здесь, либо в начале, это по желанию. А вообще, как по мне, так это идеальная обвязка для ковра, которая позволяет коврику лежать идеально, массивно, чтобы не скатывались, вот так вот не загибались краешки. Поэтому, если вам полезен был видеоурок, мастер-класс по вязанию, в принципе-то я вязала подставку под горячее, и как вариант я вам рассказала, что это может быть и обвязка любого ковра, сервировочной салфетки. Поэтому, если вам был полезен мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!